Привет всем! Вы на канале об украшениях Ирен Адлер. Я раньше никогда не делала обзоры красных дорожек, каких-то светских мероприятий, особенно модных. Но в этом году тема Met Gala меня очень заинтересовала. Она звучала как Super Fine Tailoring Black Style и была посвящена костюму. Вообще тейлоринг это означает крой костюма, пиджаков, рубашек, брюк. Это самый сложный крой в портновском искусстве, и поэтому портные, которые занимались пошивом мужских костюмов, а раньше все-таки костюмы носили только мужчины, это были портные высочайшего уровня. Но в этом году у Met Gala еще есть одна особенность. Это тейлоринг был посвящен темнокожим мужчинам, темнокожим денди 20 века. Я думаю, что и сейчас вы замечали, что культура темнокожих людей, она, конечно же, отличается от обычной. И очень часто, кстати, мужчины именно темнокожие являются большими модниками и по сей день. Поэтому на Met Gala присутствовало очень много темнокожих мужчин и женщин, конечно, тоже. Но в этом и суть сегодняшнего видео, в этом и есть та изюминка, которая меня привлекла, это украшения, которые были на мужчинах. Еще одна немаловажная причина, которая побудила меня создать это видео, это то, что тема была, можно сказать, историческая, основана на реальных событиях, на реальных людях. Это не было такое костюмированное представление, театральное, как все предыдущие годы. То есть то, что представляли звезды, вполне можно было носить в реальной жизни, ну, по крайней мере, то, что представляло большинство из них. А это значит, что здесь лично я всегда черпаю какие-то идеи для вдохновения, и иногда что-то можно здесь даже использовать. Я вам в своем видео на это буду указывать. Ну, а открывала Met Gala вот эта капелла темнокожих мужчин, которая исполняла известную песню. И обратите внимание, что на каждом из них была огромная бриллиантовая брошь на лацкане смокинга. Именно этот аксессуар и станет основным в моем сегодняшнем видео, потому как на каждом практически госте присутствовало мое любимое украшение. Начну я с Зендеи. Она на каждом Met Gala попадает в топ лучших одетых звезд, но в этот раз она была одета, казалось бы, в белый костюм простой такой. Он являлся омажем на Даяну Росс из 70-х годов, и на первый взгляд на ней не было ни одного украшения. Но когда я увидела фотографии сзади, то оказалось, что у нее на спине брошь Булгари под воротничком жакета. Вот такая интересная идея. На Анне Винтур, одетые в небесно-голубое пальто Луи Виттон и серебряное вышитое платье, красовалась брошь в виде сердца с огромным аквамарином. В интернете практически нет информации о ней. Я, в общем-то, ничего не нашла, как ни старалась. Но на одном из экспертных сайтов я прочитала мнение, что это антикварная брошь. И судя по вот этому бантику, который украшает голубое сердце, это брошь викторианской эпохи. И, возможно, ей либо продали, либо дали в аренду лондонские антиквары. Кроме броши на Анне Винтур присутствуют 3 колье ривьеры. Это, можно сказать, ее традиционные украшения, которые она носит практически во всех своих образах. И мне кажется, что у нее есть ривьеры абсолютно из разных цветных драгоценных камней. Следующая брошь, которая привлекла мое внимание, это брошь на американском фотографе Тайлере Митчелле. На ней присутствуют перья, кристаллы.
натуральные барочные жемчужины. И эта брошь оказалась от лондонской дизайнерки Грейс Уэльс Боннер, и достаточно много звезд было одето в ее одежду. Ну а совсем недавно она запустила свою линию украшений, которые тоже эти звезды с удовольствием надевали. Я покажу вам несколько ее брошей. Наряду с Тайлером Митчеллом я заметила подобные броши на американском писателе Антвауне Сёрдженте и актере Омаре Аполло. Сама дизайнер Грейс Боннер составила пару Антвауну Сёрдженту. Его брошь, как и предыдущая, тоже имела перья, но уже совершенно другой дизайн, напоминающий такой, знаете, украшений с экзотических тропических островов. А брошь Омара Аполло тоже не обошлась без перьев и тоже имела в своем дизайне раковину. Но раковина это была уже не настоящая, а стилизованная. Перья более пушистые. В целом брошь была украшена дизайном паве кристаллами Сваровски и натуральными жемчужинами. Кроме того, на актере присутствовали и другие украшения, и под черной бабочкой можно увидеть бриллиантовое колье от Шапард. Но что мне очень понравилось в этом образе, это топ, надетый на рубашку и вышитый кристаллами Сваровски в леопардовом рисунке. А в сочетании с этой пушистой брошью этот образ с анималистическими деталями мне кажется просто чудесным. Я не обсуждаю в своем видео одежду, но я хочу здесь именно обратить внимание, что во всех образах от Грейс Боннер присутствует обувь с шерстью. Знаете, такие вот, как называются они, пони-шуз, то есть с натуральной шерстью. В том числе и у Омара Аполло были такие же ботинки черного цвета. И обратите внимание, насколько это тонкая стилизация, вот этот леопард, пушистая брошь, пони-шуз. В целом это делает образ элегантным и утонченным, и он является одним из моих фаворитов. Еще одна звезда, одетая в Уэльс Боннер, это гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Льюис Хэмилтон – известный модник, поклонник всяких дорогих вещичек, и очень часто он бывает на каких-то светских мероприятиях. Кстати, он являлся и одним из председателей Мет-Гала. На нем тоже присутствовала на лацкане брошь от Грейс Боннер, но уже без перьев. Брошь венчает цветок баобаба с искусственно выращенными драгоценными камнями, бриллиантами и гранатами. А вот берет Льюиса Хэмилтона украшает винтажная брошь Бриони Реймонд 80-х годов с белыми, желтыми и розовыми бриллиантами. То есть, как видите, можно сочетать, носить какие-то броши совершенно разные по дизайну, но они будут составлять пару, и можно их надеть вот на таком как бы расстоянии, чтобы они не слишком резали глаз тем, что они абсолютно разные. Но на парных брошах я остановлюсь немного попозже. И продолжая тему Формулы-1, можно так сказать, я заметила на одном госте, который, мне кажется, никому не приглянулся, потому как информации о нем нет, а костюм его не попал в топы, так сказать. Но мое внимание привлекла его брошь. Это был характерный такой черный конь. Естественно, я в этом коне сразу же узнала символ Формулы-1, это их логотип. Это оказался Джон Элкан, миллиардер, бизнесмен, владеющий акциями Феррари и Фиата. И его брошь, а также цвета костюмов этой пары – абсолютные символы
их образа жизни. Я посмотрела Инстаграм, и поэтому с уверенностью могу сказать, что они одеты прямо вот очень символически, и это ярчайший пример того, как использовать украшения по смыслу. Еще один пример украшения с огромным смыслом – это брошь Эдриана Броуди. Это брошь в виде двух цветков калы от бренда Эльза Джин. И она является как бы символом двух независимых душ, связанных вечной любовью. И цветут эти два цветка только в присутствии друг друга. Я думаю, что Эдриан Броуди уже давно является как бы амбассадором этого бренда ювелирного, потому как он всегда появляется на различных мероприятиях и красных дорожках с их брошами, каждая из которых является настоящим произведением ювелирного искусства. Но вернемся немного к гонкам. Одним из интересных перформансов, которые были представлены на Met-Gala, было появление актера Дамсона Идриса. Он прибыл на болиде Формулы-1 в соответствующей экипировке, но потом быстро оказался в красивом винно-красном костюме от Томми Хилфигера. Этот перформанс вы можете посмотреть где-то в интернете. Костюм от Томми Хилфигера был украшен парной брошью от собственного бренда этого актера с крупным изумрудом. Она была прикреплена на лацкан, а вторая брошь была прикреплена на карман. И обе соединены цепью. Эту идею легко воплотить. И я этот пример как раз взяла для того, чтобы вам его показать. Выглядит это очень стильно и необычно. Ну а таким перформансом был представлен не только свежеиспеченный бренд этого актера, который назывался Дидрис, но и фильм «Формула-1», в котором он снялся с Брэдом Питтом. Сам же Томми Хилфигер, дизайнер его костюма, был тоже на Met-Gala, и на нем присутствовало сразу две известные броши от Tiffany. Они называются Bird on the Rock. Это знаменитые броши, которые являются уникальны, каждая по себе, потому как эта птичка сидит каждый раз на каком-то огромном драгоценном камне, уникальной огранке. И по сей день такие броши производятся. В работе принимают участие более 8 мастеров, и такая работа длится более 50 часов. Первый дизайн этой броши был придуман в 1965 году Жаном Шлюмберже, и брошь имела кабошон лазурита. Она принадлежала американской известной персоне, коллекционерке произведений искусств Банни Меллон. Но что самое интересное с этой брошью, это то, что я насчитала 4 гостя, на которых была подобная брошь. Кроме Томми Хилфигера, на котором было сразу 2 броши с синим и желтовато-коричневым камнем, это был певец Джей Балвин с розовым турмалином, американский бизнесмен Стивен Шварцман, его птичка сидела на желтом камне, к сожалению, не нашла я информацию на каком, и на спортсмене Джиллиане Хёрстсе, это игрок американского футбола, его птичка сидела на большом бриллианте огранки кушон. Вот такие красивые птички, которые оказались рекордсменами по количеству присутствия на Met-Gala. Ну и перейдем к сочетаниям брошей. Я уже упомянула парные броши, соединенные цепочкой. Обратите внимание на принцип сочетания. У Томми Хилфигера приколоты 2 одинаковые по факту броши, и они находятся рядом с друг другом на одном лацкане. У Дамсона и Идриса на небольшом расстоянии друг от друга соединенные цепочкой, но эти броши являются уже официально как бы парой и имеют общие черты дизайна. А вот у Льюиса Хэмилтона совсем разные броши. Единственное, что их объединяет, это цветы. И они уже на более далеком, скажем так, расстоянии друг от друга. Одна на жакете, вторая на головном уборе.
С одной стороны, глядя на этот коллаж на экране, можно сказать, что все эти варианты можно приколоть рядом и будет смотреться хорошо. Но на практике это немножко не так. Не углубляясь в принципе комбинирования, я оставлю ссылку на свое видео. Когда-то я рассказывала, по каким принципам я комбинирую броши. У меня на канале есть много видео о сочетании брошей. Все ссылки я оставлю в описании. Обязательно посмотрите их. Еще две комбинации парных брошей, назовем их так. То есть это когда две броши. На актере Брайане Генри две броши бренда Elizabeth Gage. Одна напоминает мальтийский крест, а вторая солнце. То есть и у одной броши, и у другой есть как бы такие вот лучи. И поэтому они визуально подходят друг к другу, они хорошо смотрятся вместе. И второе фото – это певец Леон Бриджес. У него на пиджаке две винтажные броши с цитринами, и они тоже имеют похожий дизайн в виде веточек с цветами, и цитрины очень хорошо перекликаются с желтой полоской на костюме и его перчатках. Следующим примером я тоже хочу вам показать, какие принципы сочетания этих брошей существуют. Когда мы не задумываемся над этим, нам кажется, что вот так вот стилисты взяли разные броши, и все оно смотрится хорошо. Но на самом деле, как я уже сказала, это не так. Давайте еще посмотрим. Chance the Rapper носит броши Tiffany. У него здесь на лацкане 3 броши, и все они в растительной тематике. А вот четвертая брошь, которая немного как бы выпадает из темы, и она уже находится на шапочке его. Это брошь с бриллиантами и крупным топазом посередине. Актер Калеб Маклафлин. На одной стороне пиджака у него 3 винтажные броши. Они округлой формы и, в принципе, соразмерные, очень хорошо сочетаются друг с другом. А вот другую, четвертую брошь, которая совершенно не похожа на эти 3, это Шатлен от Dior, он приколол на другую сторону, то есть на определенном расстоянии от этой комбинации. Ну, я думаю, что я достаточно привела вот таких вот примеров. И вы, если вы посмотрите еще мое видео, вы тоже будете комбинировать свои брошки легко и просто. Кроме того, на некоторых звездах было огромное количество брошей. Не 2, не 3, а я уже даже не стала их считать, честно говоря. Например, индийский актер Миниш Малхотра. У него броши и на галстуке, и на лацкане, и сверху надет вышитый кейп. Честно говоря, это костюм, который мне непонятен, и я считаю, что это слишком. В общем, в этом изобилии вообще нельзя понять, где находятся броши, а где вышивка. Я бы не сказала, что мне понравился этот образ. Ну, а вот броши на Саре Снук, звезде сериала «Наследники», уже более сдержанное платье, и вот это вот большое количество винтажных брошей смотрится на нем очень гармонично. Причем одна из брошей приколота по центру, вы видите, на галстук, на бант такой. Некоторые образы мне откровенно не понравились. Ну, наверное, это естественно. Как, например, образ у ведущей Тианы Тейлор. Здесь абсолютный перегруз, но я думаю, что он по-любому укладывается, конечно же, в тему этого мероприятия. Тем более, что здесь никогда не бывает что-то чересчур. Но с точки зрения украшений, чего здесь только нет, конечно же, все смешано в одной куче.
Здесь и какие-то винтажные брошки, не знаю, может быть, они дизайнерские, и цепи свисающие со всех элементов одежды, и броши цветы из тканей, из перьев, в общем, и огромное абсолютное колье-воротник вот такое, прям с галстуком целым как будто бы. Но этот образ я хотела вам показать именно из этого колье, как оно надето поверх воротника рубашки. Не под воротник, а поверх воротника. И этот же прием я увидела на Асапе Роке. И мне кажется, у него это даже более так вот выглядит гармонично. Это уже не вот такое вот гигантское колье, а вполне такое носибельное. То есть у него, конечно же, это бриллианты и драгоценные камни, ну то же самое колье с кристаллами в стиле Сваровски, в стиле чешских украшений можно точно так же удачно носить на воротнике рубашки. Так что берите себе и эту идею на заметку. Переходим к брошенным цветам. Тканевых цветов было очень много. Мне не кажется это очень интересным, поэтому я не буду на них останавливаться. Гораздо интереснее смотрятся броши, цветы на таком вот стебле. Например, на Cardi B мы можем видеть вот такой крупный тюльпан. Похожие броши были представлены в бренде Erdem, я как-то рассказывала в одном из своих видео. Ну, а на марке Jacobs, дизайнере американском, подобная брошь, то есть цветок на веточке, на стебле, он перевернут цветком вниз. Конечно, эта брошь похожа больше на живой настоящий цветок. Вот такое вот необычное крепление, просто цветок переверните головой вниз, и вот вуаля, такое новое видение. Следующая огромная, просто гигантская бутоньерка из черных цветов мне очень понравилась на звезде сериала «Разделение» Трамела Тилини. Крепится, как вы видите, эта брошь где-то, наверное, в районе пояса. То есть она абсолютно огромная, но смотрится очень экстравагантно. Ну и еще немного о бутоньерках. Скромные два цветка в образе Эндрю Скотта оказались, на мой взгляд, связующим элементом между всеми неподходящими по цвету элементами его одежды. Присмотритесь повнимательней. Если бы не было этих цветочков на лацкане, то абсолютная какофония цвета в его образе, ну, она и так режет глаз, но эти цветочки, они весь образ собирают до кучи, потому что в нем есть, в этой брошке, и такие вот оранжевые тона от рубашки его коричневатой, и красно-розовый от жилета, белый от туфель, и нежно-зеленые стебли гармонируют с цветом костюма. Не буду останавливаться, в общем-то, на его костюме. Просто хотела вам показать, как небольшой аксессуар может связать весь образ, дополнить его и поставить вот такую вот жирную точку. Ну, а вот у одного из братьев-близнецов, дизайнеров Dynasty и Soul Ogan, целый букет на лацкане. Посмотрите на эту большую бутоньерку с тюльпанами и герберой. Наряду с одеждой эти два дизайнера создают очень интересные украшения под брендом L'Enchante. Я зашла специально на их сайт, чтобы посмотреть. И что удивительно, одно из их украшений было на Вупи Голдберг. Это потом я уже заметила, когда смотрела фотографии дальше. Это такие наконечники для пальцев, надевающиеся как наперстки. Подобные, скажем так, части тела показывали в свое время и Алессандро Микеле в Гуччи, и такие вот украшения любит Дэниел Росбери в Скиапарелли.
Ну и тогда мне на этих показах казалось, что это просто такое театральное украшение, которое не будет носибельно, не имеет какого-то будущего в жизни. Но вот оказалось, что их можно просто использовать на каких-то мероприятиях. Такие же украшения, назову их наперстками, были и в образе американской художницы Торквес Дайсон. Обратите внимание, я специально сделала фотографию, где можно посмотреть на ее кулоны, наборы колец, особенно такое огромное кольцо с выступающим кристаллом. Руки художницы были окрашены каким-то составом, какой-то краской. Я нашла даже видео, как она красила свои руки. Я не углублялась в историю ее костюма, но я предполагаю, что эти цвета в целом хорошо отражают ее произведение, ее творчество. Вот поэтому тут все вот как бы очень гармонично связано. Но наперстки здесь немного у нее другой формы, хотя есть и один такой же вот наконечник, такой же пальчик, и, возможно, он тоже принадлежит бренду Ланшанте. Ну, давайте вернемся немного к бутоньеркам. Я хочу вам показать две парные бутоньерки, две парные броши, которые были на певце Сэме Смите и его партнере, дизайнере Кристиане Коуне. Эти броши-бутоньерки снова стали наряду с одеждой их гендерными символами. Почему снова? Потому как в прошлом году на Met Gala они тоже были с брошами розами, золотой и серебряной. Тоже вот у них были такие вот парные костюмы и, соответственно, парные украшения. Эти броши, естественно, работы самого этого дизайнера Кристиана Коуна. Посмотрите поближе на эти броши. Я думаю, что вы видите в их дизайне, почему они парные. Мне именно они очень-очень понравились. Я просто в восторге от вот такой вот идеи. И это второй образ, который является моим фаворитом. Ну и если я уже заговорила о фаворитах, покажу сразу вам третьего фаворита своего. Это образ пианистки Джины Элис Редлингер. Она очень утонченная, тоненькая, нежная, наверное, невысокого роста, не знаю. Это просто мое предположение. Посмотрите, насколько красиво у нее платье со шлейфом, вот это вот все кружево такое, и как ее украшает и подчеркивает ее утонченность и миниатюрность. Вот это колье с огромными барочными жемчужинами, ну и такие же серьги. Это дает ей еще больше, знаете, вот милоты какой-то. То есть на фоне этого большого украшения она смотрится еще миниатюрнее и элегантнее. Ну а сумочка в ее руках в виде клавиш рояля, и еще из этой сумочки торчит вот эта вот бумага с нотами, да, я не знаю, это реальная бумага или это к сумочке все это относится, не знаю, как это было задумано, но образ, в общем, потрясающий, и это третий мой фаворит. Несколько вариантов образов мне понравилось с бусами. Это не стопроцентные бусы, это нечто среднее между украшением на тело и украшением самого платья. Были красные бусы у Эйо Эдебири и у Тори Бёрч. И оба этих варианта, конечно же, крепятся на платье, потому что такую конструкцию невозможно удержать при движении. Это стопроцентное украшение платья, но вот такое вот экстравагантное. И еще одно было украшение из бус на мужчине.
Бусами из бирюзы было расшит его жакет или верхняя часть костюма. Здесь использовалось около 3000 бирюзовых бусин и кристаллы Сваровски. И, что самое интересное, при ближайшем рассмотрении подробном это можно было увидеть, это то, что эти бусы гармонировали с грилзами певца Шабузи. В этих грилзах тоже использовалась бирюза и бриллианты. Вообще, давайте немножко остановимся на грилзах. Это украшение не столь заметное, как остальные, потому как в фотокамеры они вообще практически не попадают. И чтобы их увидеть, нужно просто специально где-то эту информацию искать. Но на многих, кстати, гостях, и мужчинах, и женщинах были грилзы. Кто не знает, это такие накладки на зубы. Делаются они, конечно же, и специалистами-ортодонтами, и чтобы они подходили к индивидуальным зубам. Но давайте не будем сюда углубляться. Просто скажу, что грилзы – это, конечно же, атрибут рэперской субкультуры. Впервые они появились еще в конце 80-х. Но уже, мне кажется, 10 лет они достаточно популярны, и их уже используют вовсю не только мужчины, но и женщины. Я, правда, не знаю, как именно их надевать, такие вот подробности. Знаю только, что, конечно же, в них нельзя кушать, за ними нужно там как-то ухаживать, но как такой вид современного украшения вот это сейчас присутствует. И в конце своего видео хочу показать вам 3 украшения, в которых были самые огромные драгоценные камни, не только, наверное, на этом шоу, но и вообще во всем мире. Первое украшение было надето на Энн Хатэуэй. Это колье с огромным сапфиром в 123 карата. Называлось это колье Cosmic World. И Энн Хатэуэй впервые представила его на публику от бренда Bulgari. Второе колье, которое называлось Magnus Emerald, было показано Приянкой Чопрой, и в нем был еще больший изумруд, один из самых больших изумрудов в мире, в 241 карат. Его выставил тоже бренд Bulgari, и это, наверное, было таких вот 2 сенсации, которые прям Bulgari прогремел на этом шоу. И третье украшение с огромными бриллиантами было на Иши Амбани, дочери индийского миллиардера. Я думаю, что вы слышали его имя в связи с прошлогодней свадьбой его сына. Там эта семья поражала не только присутствующих, но и весь мир размерами своих драгоценностей и камней. Так вот, это колье на Иши Амбани была репликой знаменитого колье Туссен, которое создал Картье в 1931 году для махараджи индийской провинции Наванагара. К сожалению, это колье Туссен, оно не сохранилось. После смерти махараджи, после исторических событий, когда Англия начала терять свои колонии, это колье просто исчезло. Ну, как и все подобные вещи в таких вот бурных исторических событиях, они бывают украдены, а впоследствии, скорее всего, разобраны на части, и этого колье, в общем-то, уже не существует. Но у Картье остались эскизы, рисунки, которые были представлены махараджей, одобрены. И само колье Туссен было большего размера, чем эта реплика на Иши Амбани, потому как махараджа был крупный, корпулентный мужчина, и колье должно было украшать его фигуру, видное должно было быть.
Но самое главное, что в этом колье присутствовали не только белые бриллианты, а бриллианты очень редких оттенков. Розовый, голубый, желтый и даже оливковый. Самый крупный бриллиант назывался «Королева Голландии». И он был примерно соразмерен бриллианту знаменитому Кохинор. Вот такая история этого колье. Ну, а реплика Наиши Амбани была меньшего размера, и все камни были белые бриллианты. И, как сказала сама Иша, это колье ее матери. На этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Пишите в своих комментариях, кто был вашим любимым героем или какое украшение запало вам в душу. Возможно, вы все-таки просмотрели полное шоу и увидели тех героев, которых не увидела даже я. И я признаю, что я точно увидела не всех героев и далеко не всех показала. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Я буду тогда освещать побольше таких мероприятий, буду сама на них обращать внимание, потому как, честно говоря, я признаюсь в этом, я не хотела, не хочу даже до сих пор освещать на своем канале вот эту тему дорогих украшений, тему каких-то знаменитых ювелирных брендов. Это и так всем известно, этой информации очень много, и ну, это не очень применимо в нашей жизни, как бы. Но если у вас будут такие пожелания какие-то, обязательно тоже пишите их в комментариях. Я буду делать новые темы для своего канала. На сегодня это все. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!